Всем привет! Меня зовут Мария, и добро пожаловать на мой канал о русском языке Sound Like a Russian. Сегодня вы узнаете 100 самых частых слов русского языка. 100 слов, которые русские люди произносят чаще всего. Ну что же, друзья, 100 самых частых слов. Не подумайте, что если вы ко мне придете на занятия, и в частности на урок по русской фонетике, я вам буду давать разные списки слов. Но формат видео на YouTube позволяет нам немножко похулиганить и совместить приятное с полезным. Я вам предлагаю, правда, посмотреть на 100 слов, которые встречаются в речи русского человека чаще всего. Конечно, очень хочется сказать, что если вы научитесь произносить эти 100 слов, то вы будете говорить без акцента. Но нет, я так не скажу, в такую магию я не верю. 100 слов так кардинально не изменят произношение. Но все-таки, поскольку это самые часто встречающиеся слова в русском языке, почему бы нам с вами не научиться их произносить правильно? В общем, предлагаю вам на них посмотреть. Я их буду читать вместе с вами и комментировать сложные моменты, сложные слова. Сразу предупреждаю, что первая десятка, а то и двадцатка из этих слов – это в основном предлоги и союзы. То есть слова, которые состоят буквально из одного звука. Конечно, на них мы долго останавливаться не будем. Это просто вам для информации. Ну что, не будем тянуть, да? Поехали. Итак, первое слово «и» пропускаем. «В». «Не». Ну, это слово может немножко вызывать трудности, потому что «не» здесь мягкий, да. «На», «я», «быть». На шестом месте у нас «быть». Вот «быть» действительно трудное слово. Во-первых, здесь есть звук «ы», ваш любимый, да, а во-вторых, здесь есть мягкий согласный «тя», на который заканчиваются у нас глаголы в русском языке. Повально у иностранцев слышу эту ошибку. В конце инфинитива очень многие произносят твердый звук «т». Постарайтесь услышать эту разницу и так не делать, да. «Быт» — это другое слово. «Быть» — это то слово, которое вам нужно. «Он», «с», «что». «Что», я думаю, что все, кто начинает изучать русский язык, знают с первых дней, как читается «ч-т» в этом случае, да? Это «что», на всякий случай. «А», «по», «это». Вот тут сделаю паузу. Посмотрите на слово «это». Ударение падает на «э». «О» у нас без ударения, значит, она читается как «а». «Это». «Она». Тоже обращайте внимание на ударение. «О» без ударения, поэтому мы читаем как «а». «Она». «Этот» то же самое. «К», «но», «они». Как и в слове «она», мы читаем «а», а не «о». «Они». «Мы». Знаю, любите это слово. Еще разочек произнесу. «Мы». «Мы». Не «мы», не «му», не «ми», а «мы». «Мы». А звуки «ы» снимала, кстати, видео. Если забыли или еще не смотрели, посмотрите. Как «из». Прочитала именно «из», а не «из», потому что после этого предлога в данном случае ничего нет, и «з» получается в конце слова. Но вообще, кстати, скоро сниму отдельное видео о том, как читаются предлоги вместе со словами. Потому что, вот знаете, во французском языке есть une liaison, и также в русском языке есть что-то похожее. То есть слова могут читаться по-разному в зависимости от того, с какими словами рядом они идут. А мы идем дальше. У, который, тут тоже две трудности. Первый «о», да, первая буква «о» читается как «а», и звук «ы» тоже присутствует.
кто за свой весь год, именно год, а не год, от, так, о, для, ты, же, все, тот, мочь. Ну, мочь вряд ли мы употребляем так часто. Скорее его формы могу, может. Вы, человек, такой, его, обратите внимание, да, не его, а его, сказать, только, или, ля-ля-ля, мягкий звук, как и в только, еще, ваш любимый звук щ, еще, бы, себя, себя, а не себя, себя, один, уже, до, время, если, сам, когда, другой, вот, говорить. Я уже даже не останавливаюсь на тех сложностях, которые повторяются в словах. Наш, мой, знать, стать, при, чтобы, дело, жизнь, кто, первый, очень, два, день, ее, сложноватое слово, кстати, для многих, ее, новый, рука, даже, во, со, раз, где, там, под, можно, ну, какой, после, их, работа, без, самый, потом, надо, хотеть, ли, слово, идти, большой, должен, место, иметь, ничто, сейчас, которое часто произносится как сейчас, и тут. Если вы знаете все эти слова, то вы знаете 100 самых употребляемых слов русского языка. А если вы еще умеете их правильно произносить, то вообще вы можете использовать 100 самых частых слов русского языка. И, кстати, заметьте, в этом списке не было ни одного матерного слова. Интересно, это составители списка просто не рассматривали матерные слова? Или все-таки русские люди не так уж много матерятся, как говорят? No. Вот такое вот полуразвлекательное, полуполезное видео на сегодня. Я надеюсь, что вы не только позабавились, но и потренировались в аудировании и произношении, если повторяли за мной. Кстати, пишите в комментариях, какое русское слово у вас самое любимое. Или какое русское слово вы постоянно повторяете, такое слово-паразит в вашей речи. А о словах-паразитах, мне кажется, стоит снять отдельное видео, да? Да. А на сегодня это все. Спасибо вам большое, что смотрите мои видео до конца и ставите лайки и вообще поддерживаете мой проект. Увидимся с вами очень скоро в следующем видео. И пока-пока.